Мы посмотрим ролик. Знаете, вы мне в свое время засрали все, что только где только тоже можно, и я что-то завтыкал. Честно говорю, завтыкал. Я не знаю, как отнесется Миша Литвин. Я не знаю, он против, не против. У меня, к сожалению, связи с ним нет. Бустер, я так понял, сейчас Славка на отдыхе. Вот, поэтому я до него не дописался. Может, он занят, может, не занят. Дорогой господин Литвин, Миш, если ты не против, ролик уже довольно старенький, мы посмотрим, ладно, а то меня ребята просили, если что, ты напиши в комментариях, я удалю, а то я у тебя не знаю, где, блядь, разрешение спросить, куда тебе позвонить, написать, контактов, к сожалению, нет. Так что я подпишусь, колокольчик проставлю и, естественно, всем того же самого рекомендую. Давайте, ребятки, посмотрим. Ролик, кстати, набрал 9 миллионов просмотров. Ролик называется «Кто дальше отдалится от Москвы за 10 часов?» Литвин vs Бустер. Лайк с меня. Все, пошел процесс. Кстати, ой, блядь, что громко. Бля, громко. Эх, как похорошела Москва при... Ну что, всем здравствуйте, дорогие друзья. Здорово. Самый центр Москвы, Красная площадь, откуда все начиналось. Я думаю, по этому центру можно понять, в принципе, что сегодня за ролик. Просто максимальное количество комментариев именно с этим предложением снять именно этот ролик, который вы сейчас наблюдаете. Славик, приветствую. Здорово. Мне писали, что они, короче, просто с Бустером забились, типа, кто дальше то ли уедет, то ли уйдет, я так и не понял. Но сейчас посмотрим, Всеми любимый на Что моем за забив канале такой? Славик Бустер. Здорово, И пацаны. сегодня мы будем... Это же за, кстати, Я когда думаю, короче, вы спонтанно поняли, что-то что говоришь. сегодня кто отдалится дальше от Москвы за 10 часов. Ты смотрел прошлый ролик? Ну подожди, частный рейс и все, и улетел. Если только так или на самолет, типа. Хотя, может быть, давай послушаем условия. Погодите, может, у них условия. Ну, примерно понимаешь по названию, что будет происходить. Да. Короче, чтоб не говорили, да, что типа вот, Славик предупрежден только сейчас. Смотрите, ни с кем договоренности, там, кто мне будет помогать, понял, там, кто там предоставит транспорт, возможно, там, самолет, вертолет, лодку, корабль, паром. Такого не было. То есть прямо сейчас то есть, есть какая-то стратегия в голове, как я буду отдаляться от Москвы. Договоренностей никаких нету. Сегодня самое интересное условие вообще за все серии. Сколько их две было? Сегодня третья. Мы не имеем права после начала старта. Вы что, охуели? Вы ебать? Там радиоприемник, там ебать, как будто бля, война начинается. Послушайте внимательно. Самое интересное условие за все серии. После начала старта никто из нас не имеет права сделать ни единого шага. Ну вот реально ни одного шага. И там, короче, понял, ну вот насколько тебе это твое мышление, как это? твоя Подожди. смекалка позволит поразмыслить вообще. А, как ну бы. погоди, кореша взять, который... Так, блядь, думай, голова, сука, стримерская. Сейчас подумаю. Взять на руки, отнести до тачки, на тачке до аэропорта, а с аэропорта на самолете. Вот я бы, наверное, вот так вот сделал. Почему-то первые мысли у меня вот Я такие. донес до такси. Раз что-то подсказать, возможно? Ау. А я думал, какой-то фильм снимает. Да не, куда, у нас камеры даже не такие. Не, никто же на фильм снимает. Я думал, может, какой-то фильм рекламируете. А, не-не-не. Все, я вижу. Не, видеоблог. Все, удачи. Очень на кому пулю. Уважение. Собственно, вот такие условий больше нету. Остальное все без ограничения. Вот просто по бюджету без ограничения. У тебя есть с собой бабки? Да, я готов тратиться. Я говорю, у меня есть идеи, типа, я готов. Сколько ты бабок готов сегодня потратить? Сколько надо, я столько въебу, чтобы выиграть. Реально? Да. То есть придется полмульта, значит полмульта потратишь? Подожди, как мы без ПЦР полетим на самолете? Там от теста было. Подожди, что кто сказал, что я на самолете полечу? Не, он сказал, что вот самолеты. Такая хуйня, что вначале будет тест на корону, дать 3 дня подождать. Ну давай тогда просто мы отменим самолеты. Ну давай. Хорошо, тогда насколько нам закон сегодня Слушай, позволит? честно, я не думаю, что вот я вот как червячок вот так доползу до Европы, блядь. Не, Без самолетов, да? Все, примерно стратегия в голове есть, я ее озвучу сейчас, когда мы начнем. Ты готов, чтобы я, уже нажал старт? Ну как бы да, ну и как бы, конечно, минут 5, конечно, прям сейчас бы усесться, хорошо бы было бы, знаешь. Сидеть, к сожалению, не могу. Я посижу, ты постоишь рядом. А стрёмно вообще об этом признаться? Что, естественно, это Да не не, на самом деле вообще Не, похуй, мне что, естественно, это не кажется, безобразно. да. Сегодня, возможно, возникнут некие трудности у меня, потому что я сегодня с утра обнаружил у себя геморрой, блядь. Геморрой? Это пиздец. Прикиньте, просто из меня головка какая-то вылазит. Просто. Главное, что не влазит, старина. Главное, не влазит. Так, еще раз, по главным условиям. После старта нельзя будет сделать ни одного шага. Ну, мы говорим
А шаги мы имеем в виду, это значит преодолевать расстояние своими ногами нельзя, соответственно. Ты можешь там, типа, ну что-то вот так, если у тебя там нога, ебать, затекла, ебать, что все нахуй, атрофирован, нихуя. Хоть как передвигаемся, ползем, что угодно, ебать, кувыркаемся, нахуй. И операторы, которые снимают, тоже помогать не могут. Время у нас ровно 11 часов дня, мы можем начинать. Посмотрим, у кого сегодня фантазия окажется лучше. Операторы помогать не могут. Поэтому, брат, 3, 2, 1, старт. Вот мы стоим, мы не обсудили этот момент, если человек шаг делает, то что? Стой, встань. Пацаки, стой, блядь. И самое главное условие, я забыл сказать, если человек делает шаг, давай введем штрафную санкцию. Если ты сделал хотя бы один шаг, условно говоря, минус 20 километров к твоему расстоянию финальному. Каждый шаг. На камере Блять, всё это будет очень запрещено, много. Поэтому, Сеня, тоже в мафиозника так не играй, для камеру не отводи, полностью в Был фокусе держи. чисто, блядь, он камеру выключил, я побежал, нахуй. Поэтому 3, 2, 1, можно начинать. Подожди, ну, блядь, ну что они могут задействовать? Самолеты они отменили, вертик, может быть, вот это, как она называется, по Москва-реке ходит, ракета, или как она, вот этот вот, который быстро плывет? Я не шарю, я просто не москвич, ёпта, я с Under Moscow, там, где жизни нет. Блядь, где мужики? Ну как просить кого-то хотел, блядь. Ай, бля, горячий асфальт, пиздец. Я все, я такси заказываю сразу. До Ленинградского вокзала. Правильно, да? Здорово. На Сапсан, по-любому на Сапсан. Попросить? Можешь меня за косарь он до тут донести до ступенек? Я просто наверх на тебя залезу и все. Я не толстый. Ступенек? Да. Можешь его не относить? Реально, не надо. Надо. Не надо, реально. Я бесплатно. Да не Реально? надо, пожалуйста. Бля, реально, спасибо, брат. пожалуйста. Просто чисто до такси и все, блядь. Поехали, братан. Да, это не оператор. Ну все. Его хорошего! Давайте. Бля, давай. Будешь просто до Питера тогда ехать. Через 4 минуты подъедет уже такси. Быстрее, блин. Такой прикол, что ты понимаешь, что ты сейчас в ближайшие 10 часов ни одного шага не сделаешь. Это вообще пизда. Звоню таксисту, сразу сейчас предупрежу его, что меня нужно будет донести нахуй. Я еще вызвал специально бизнес, понял? Чтобы, ну, наверняка согласился. Вы подъедете прямо к центральному входу Four Seasons. Я вам скажу, где я. Сможете меня поднести к машине, пожалуйста, ладно? Конечно. Спасибо вам большое. Спасибо. Ага. Спасибо большое, бро. От души вообще, бля, сам бы не дошел реально. Что, какой план у тебя, расскажи? Бля, вкратце. слушай, у меня есть несколько планов. Вначале я, короче, направление выбирал. То есть это либо на север, либо на запад, либо на юг, либо На восток. юг, на юг. Логично, блядь, просто других сторон нет. По маршруту, по навигатору. Подожди, ну на тачке сколько можно проехать? А сколько у них там есть часов? Что-то я завтыкал. 10, да? За 10 часов. Блять, ну за 10 часов можно, ребята, далеко уехать. Очень далеко можно уехать. Я посмотрел, то есть быстрее всего либо до Сочи, там платка. Пробок сейчас нигде нет, смотри, но есть один нюанс. Вот видишь, Санкт-Петербург, допустим, да? 711 километров, 6,5 часов. Я просто, как я остальные 3,5 куда потрачу, понимаешь? Да, То есть у меня да. будет слишком На много времени, Мурманск а туда вот наверх. здесь очень, вот наверх очень тяжело ехать, то есть в сторону ебаного Северного полюса, блядь. Ну вот, поэтому надо Сочи выбирать, блядь. Ну вообще хороший вариант ехать на тачке новой. На юг стопудово. Она без номеров, Сам хочешь за рулем быть? да. Да. То есть это хороший Ты вариант. далеко до дома? Нет. Это самый лучший вариант. Тем более Сочи, кабриолет, его. Еще сходим куда-нибудь, блядь. 1 минуту ему. Он уже вот тут подъезжает. Давай быстрее, родной. Сейчас. Он не видит меня. Вон он, смотри, на черном Мерсе. Справа, понял? Да. Справа. Здорово! Это я! Помогите, пожалуйста! Просить водителя, чтобы нанес его. А, реально? Ну да, смотри. Я вас очень прошу, я сейчас все объясню. Мы не имеем права не сделать ни одного шага. Помогите мне добраться до вашего автомобиля, пожалуйста. Сможете меня донести? Пожалуйста, я вас очень прошу. Я заплачу Для больше. смеха, я понимаю. Можете меня просто донести быстро? Я вас очень Как прошу. это? Я не подниму вас. Просто прям перетаскивать. Ну так Я не имею права не... справлюсь. Сейчас, ладно, сейчас. Подождите, не уезжайте, сейчас я попрошу мужчину какого-нибудь, ладно? Не уезжайте. Блядь, ну давайте на. Там Бля, ну очень у них пиздец, жесткие походу, там условия. насколько медленно такси едет? Парень! Подойди, пожалуйста. Мне надо до такси до того дотащить. Можешь, пожалуйста? Я тебя очень прошу.
Пожалуйста. Дядь, я извиняюсь. Да бабок Не просто могли бы бы помочь? предложил. Меня просто нужно до машины дотащить. Слушай, это не твой отец? Не твой отец? Вы не можете попросить, чтобы он меня перетащил до туда? Это блогер популярный перетащил. Хорош, Бля, хорош. сейчас такой пиздос будет. Он взял. Взяли? Да. Не, я бы, кстати, тоже, если бы, узнал, не узнал. Да, ну, хорош, это, ребят, надо проще ко всему относиться. Почему нет? Это вообще никакой не западло ничего. Я не знаю, я бы проходил бы, если бы видел, что это какой-то, спор у пацанов. Почему нет? Тем более взрослых пацанов. Да я думаю, Мишку Литвина многие знают. Все, пойдет, ставьте. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Очень благодарен. Я можете мне помочь в машину залезть? Я доплачу. Я надеюсь, он не отказался от заказа, слышишь? Это будет Да, пиздец. кстати. Все, он подъезжает. Все, не считать. Там Славик ёбнулся. Сначала полицию вызвать. Да, полицию. Давай, братик, сейчас залезем. Почти. Да все уже, давай. Вот оно, пошло, старичок. Слушай, мне даже дверь в этом отеле закрывают. Вот это отель, вот это я понимаю уровень. Они такого долбоеба, наверное, вообще никогда в жизни не видели, блядь. Я реально как волк с Уолл-стрит, я себя реально... Подожди, блядь, чат правильно пишет. А почему они прыжками не могут передвигаться до тачки? А почему ходить нельзя, но прыжками, стоя, можно же потихонечку передвигаться? Почему никто не додумался из них? Реально почувствовал эту тему. Филигранно выглядел. Я какой-то бухой, понял, из отеля выхожу и просто залажу, как кисель, блядь. Бля, мне интересно, кто какой транспорт выберет. Прекратите, пожалуйста, эти провокации, видеосъемки. Мы сейчас такси сядем и уедем. Вот все, тогда прекратите, пожалуйста, снимать вас с центрального входа, я вас прошу. Там суток мало в интернете. Вы в интернете, мы работаем, наша съемка, вы что лезете? Вы зачем лезете сюда? Я не лезу, я вас прошу прекратить. Хорошо, Бля, это такой вообще просто вот... Я никогда не понимал, стоят люди, они не в отеле, он стоит на улице. Какая кому разница вообще, кто чем занимается? Он же ничего не разворачивает, закон он не нарушает. В чем проблема? Здесь съемка запрещена, блядь. В чем вообще просто проблема? Ну, взяли, пацаны поугорали. Душит, я вам душит, отказываю в блядь. этой просьбе. Ну все, тогда можете заниматься Хорошо, чем хотите. мое такси уже подъезжает. Я Всё, сейчас в него сажусь и уезжаю. Садитесь, все. Дорогие друзья, я прошу внимания, это Four Seasons, тот самый, всеми любимый. А помочь в такси мне не поможете сейчас залезть? В смысле Не залезть? поможете? Но я не могу шага ни одного сделать, у нас Ну условия. вы сюда смогли дойти? Но меня же, я же не дошел, меня дотащили, Ну также могут дотащить. Кто вас тащил? Попросите, пусть а даже уже ушли. Ну вот я вас попросил, ну видите, вы неотзывчивы оказались. Здорово. Бля, мужику респект. Вот по чесноку. Я бы, если в споре участвовал, накинул бы 100% ему. Красава. Не, а что, спор есть спор, почему нет? Присаживайся, родной, у нас full inclusive. Просто понимаешь, смотри, почему надо всегда быть грустным? Почему, если чувак взрослый, да, допустим, там 25-30 лет, почему нельзя просто взять и поугарать в этой жизни? Ты никому не мешаешь, они никого не цепляют, никого не пранкуют, там, я не знаю, ни в чью жизнь не лезут. Ну, попросил он чувака донести его, там, дал ему на карман, там, я не знаю, там, косарь, 2. В чем проблема-то, типа? Я, блядь, вообще не понимаю. Не знаю, я здесь на... Так, ну и поскольку мы сели в такси, я намерен рассказать наш план действий. А план будет ровно такой же, какой был и в первой серии, когда я сражался против Субы. Давайте вспомним. Я сразу вызываю 100% до вокзала. Я поехал на Ленинградский вокзал, сел в Сапсан. Приехал Это в самый Питер, грамотный, и мой на план самом был деле. соскочить оттуда на вертолете. Но вертолет тогда отменился. Но сегодня погода, ну, яснее некуда, согласен? Яснее некуда. Ну, яснее некуда, это в Чемпионат Москве. Европы прошел, соответственно, там же в Питере тоже играли. Да. Вот, чемпионат Европы прошел. Вопросы какие? Без У вопросов. матросов нет вопросов. Поэтому мы сейчас едем, и я звоню, у меня в Питере Саня Карху. И он попробует договориться с вертолетом, потому что план быстро с Сапсана перепрыгнуть на вертолет и улететь максимально далеко, насколько это возможно. Но в копейку это встанет. Кому звон набираешь? А? Кому набираешь? Девушки. Алло, малыш. Слушай, а сможешь мне ключи от машины вынести? Да, 30 минут мне осталось. Только, слышь, тут такое условие, мне нельзя ногами ходить. Там, если что, не удивляйся, я на полу лежать буду. Очень много времени будет занимать, понял, вот эта заправка. Почему? Потому что надо доползти до вот этой хуйни. Что ты думаешь, Миша будет делать? Я не знаю, он может что-то придумать, знаешь, такое, типа...
Ну, с самолета нельзя. Вертолет. Но вертолет столько полетит, он сможет пролететь столько. Он пролетит быстрее, и потом он пересядет куда-нибудь и дальше еще поедет. Он просто слишком много времени может потерять на вот этот дрочек к вертолету, хотя хуй знает, его уже нести могут. Просто, допустим, до Санкт-Петербурга тоже платка, да? Ну, видишь, 6 часов. Нет. Просто потом куда Да, ехать? блядь, границе, типа. в Питер, они, понимаешь, они уткнутся в то, что до Питера они очень короткий все равно участок, а у них 10 часов, 10, Карл. Так что здесь Ну, вот не под пропустит вопросом. Ростов-на-Дону 1080 километров. 10 часов показывают? Да. Все. То есть мы Будем как под раз- Ростовом, ниже Ростова даже. Да, то есть это 1080 километров. У нас какой еще счет? У нас сейчас 2-0 в пользу Косарь. Литвина. Вообще в совокупности серии я в первой выиграл Субу, во второй выиграл Даню, и в третьей я выиграю Бустера. Мне вот интересно, наши идеи с ним совпадут вообще насколько? По крайней мере, я думаю, до Питера так точно совпадут. Я думаю, железно он решил до Питера. Бля, я бы экип на моте накинул. Там единственный вопрос только бы с одним возник, это только с заправкой. Только с заправкой, больше вообще ни с чем. Только заправка и все, и просто потом бам! От заправки до заправки. Фигачить. Алло. Здрасте. Мне кажется, это бы даже быстрее было. А не подскажете, вот у вас есть аренда частного вот вертолета? Есть, давайте запишу ваш контакт, он перезвонит менеджер. Добрый день. Здрасте. Вячеслав, по поводу вертолета звоню. Какая у вас задача? Да, а не подскажете, а вот максимально быстро как-то можно организовать вот полет? Сколько у вас человек? 2. От 70 тысяч залетный час стоимость. В сторону Ростова-на-Дону. Это сколько За мы за 2 час. часа проедем километров? Это вам нужно борт рассматривать, не вертолет. Почему? Вертолет Он- это дистанция иная, 2-3 часа. Подмосковье, какие-то соседние субъекты. Алло, Мишань. Что такое? Вертолет Нельзя тоже самолеты ограничен. или все летающее? Только самолеты. Только самолеты. Да, вот как мы и решили. А ты что там, что-то хоть на чем-то лететь уже хочешь? Тебя ебать не должно, Мишань. Охренеть, а ты на что там, блин? Ты офигеть, ты вообще, знаешь, далеко, да, походу уедешь? Блин, прикинь, он что-то летающее сделал. Бля, Сделал, он блядь. кого-то пиздит, да? Давай там сильно не расслабляйся. Да, он летит на вертолете, да, хочет. Бля, ну просто видишь, типа, мы очень много времени можем проебать, если это на какой-то... Это в Московской области, блядь, он только летает. Нет, смысла вообще нету врать. Бля, ну может не так плохо в Питер упираться. Зато... Я вас уверяю, то, что вот это вот время, пока они пересаживаются, пока они оформляют все документы, пока ты на этот вертик доедешь, пока ты туда переползешь, лучше всего, я уверен в этом, было, блядь, дуть, если у него тем более тачка без номеров, просто на Ростов встал как дал. Я не знаю сейчас, какая у бустера тачка, но если там какая-нибудь М-ка или что-то типа такого, хорошая, прям бодрая. Блядь, можно было, я не знаю, сколько проехать за 10 часов. Очень много, очень много. Естественно, сам- соблюдая правила дорожного движения, соответственно. Быстрый. В пути 3 часа 55 минут. Мы бы на тачке быстрее не долетели. Это пришлось бы очень сильно пыжиться. Ну вот знаешь что, очень спорно, потому что мы бы на тачке, Вот. допустим, уже выехали бы, да, в 12, условно говоря. Уже бы прям ехали. 1,5 часа в запасе. Плюс-минус одинаково бы приехали, но, блин, мы бы сколько денег на бензин бы потратили. Поэтому нормально в Сапсане спокойно едешь, поезд за тебя херачит, ты спокойно договариваешься, понял? Поэтому все четко. Короче, пацаны, мы посмотрели такой расклад, то, что в навигаторе нам сейчас до платки, которая едет, вот трасса М4, которая в сторону Ростов-на-Дону, нам только, до нее ехать от моего дома 1:25 по пробкам. То есть это очень много времени въебется, прям, потому что я живу в самой жопе, блядь, Москвы. Вот поэтому зарешал бы, сука, 100% бы зарешали 2 колеса. Железно, ты бы просто бы потратил время на байк, добраться до байка, просто сел как дал, блядь, на нем. Просто всегда едешь 60 километров в час, и 100% ты будешь очень далеко за это время. То есть на севере, а это юг, именно М4. Вот, поэтому мы, короче, приняли решение, то, что поедем в сторону Санкт-Петербурга, потому что, мне до платки Санкт-Петербурга ехать 13 минут. И уже от Санкт-Петербурга будем в сторону Петрозаводска двигаться. То есть А, туда он прям решил на север. Блядь, все в пробках стоят. Блять! Все, спасибо большое. Спасибо вам огромное. Респект мужику, блядь. По правилам же, брат. Сейчас что, как мне вообще добираться до этого вокзала, блядь?
Надо молодого подписчика найти. Тут других вариантов, понял, не получится. А вы не подписаны на меня случайно? Конечно, мы с вами даже общаемся в Инстаграм. Да что вы с фейком общаетесь наверняка. Не вы? Ну нет, конечно. Что, вы долго переписывались? Флиртовали там? Брат, чтоб ты понимал, мой фейк общается просто с девочками. Я вообще в ахуе. Какой-то Михаил Вип, ебать. Ты понял, какая? Блять, ну у него по-любому с галкой инста, ну хорош, алё, ну ребята, ну подписывайтесь на настоящие страницы, они же везде, во всех каналах, везде указаны. Как так? Хуйня, он говорит, а мы даже с вами общаемся, она говорит. Это страх, ебать, ты понимаешь, что происходит в 21 веке, братан? Я еще когда спросила, а вы не скидываете на лесники фотки ему? Она такая, нет. Понял, трещащими еще зубами. Бля, я ни в чем не хочу, конечно, говорить, но, девчонки, тормозите, ебать, у меня 13,26 миллиона подписчиков в Инстаграме. Конечно, там его Это не узнать первое. сложно. Второе. Есть вторая страничка с 3 миллионами. Блять, ну можно же отличить фейками, ебаный в рот. Товарищ лейтенант, короче, мы ролик снимаем. И я не имею права ни одного шага сделать, а мне как-то до Сапсана надо добраться. Меня можно хоть как-то доволочить до лестницы? Сейчас будет отправка. Давай, да. Сейчас, пацаны, вы меня сможете закинуть туда как-нибудь, до лавочки донести? Мы тебя сейчас поднимем, ее принесем. Вообще здорово. Хорош, Давай хорош, сфоткаемся пацаны. сначала. Давай сфоткаемся. А потом Держи, нахуй, дай телефон сфоткай. Красава, блядь. Можно вот, да, прям перед ней, вот, чтобы вот задней дверью прям перед ней я был. Еще чуть прямо, если можно. Прикинь, таксист охерел. Говорит, блядь. Бля, и, знаешь, симулятор червяка ебаного, блядь, как будто игра новая, нахуй. Разбирайте идею, блядь, червячки новая часть, нахуй, Вормс, блядь. Сука. Тяжелая жизнь червяка, блядь. Знаешь, вот ты идешь, ты никогда не задумаешь, что червяк с таким трудом ползет. Хорошо сидим, бля, балдеж. Чтоб шашлычки, знаешь, вот пожарить сосисочки, бля, просто мангальчик поставить. Добротно было. Катюха. Не, он заполз сам. Нормально. Полетели, брат, все время интересно. Давай, мне пока! Что, погнали? Да, погнали, брат. Давай. Держи. Вы как понесете? Вообще без разницы. Могу. Давай на руки его бери. Да, вот так вот. Все, вот Пацаны, туда. пацаны. Вот хорошо. Пацаны, все, счастливо. Брат, не имей 100 друзей, а имей охуенных подписчиков. Ну что, дорогие друзья, мы прибыли на Ленинградский вокзал. Время 12:06. В 13:30 у нас выезд. Мы купили билет на Сапсан до Питера. Поэтому в 13:30 у нас выезд. И ждем. Хочется очень в туалет, но Но они оба, видишь, выбрали направление именно до Питера. пока что терпимо. Пока что терпимо, и поэтому я постою. А если личинка Очень полезет? интересно, что же там придумал Славик. Я думаю, по-любому он газанет до Питера. Это первая его точка. Дальше уже там обширные варианты, но тем не менее, я думаю, первая точка его будет Питер. И на машине, потому что он говорил про машину. Но он мне позвонил в такси и спросил про только ли нельзя на самолетах. На что я ему говорю, нет, только на самолетах нельзя, как бы, а на остальных воздушных транспортах можно. Значит, это будет прикол, если он сейчас забронирует, сука, вертолет. А мы еще не забронировали. А вертолета говорит нет. Погнали нахуй, погнали, блядь! Где думаешь, Миша находится? Блять, ну он так, вот знаешь, когда вот мы говорили про вертолет, он такой, типа, бля, да ну, он там лететь куда-то собрался. Я понял, такая чисто актерская, чисто Ди Каприо включил лютого, блядь. То есть, вот, блядь, мне кажется, он нахуй 100% он на вертике полетел. Кстати, пацаны, я не знаю, вот я Мишане закинул идею, то есть, я не знаю, будет ли он снимать или нет, опять же. Кто дальше отдалится от Москвы без транспорта? На всяких, блядь, велосипедах, самокатах, скейтбордах, блядь, без Там электрического недалеко и ты уедешь. дизельного транспорта, бензинового, блядь. У меня есть очень верный Кент из Питера, которому мы прямо сейчас набираем. Брат, у нас видеорепортажик небольшой. Короче, ситуация следующая, брат. Ты сейчас будешь в шоковом состоянии. У нас 10 часов от Москвы. Это во-первых. Во-вторых, главное условие этого ролика является таким, что я не имею права не сделать ни одного шага. Вот.
Вот, но я уже на Ленинградском вокзале, и у меня в 13:30 выезд на Сапсане. Вот, это значит, что, короче, меня бы хорошенечко было, если бы ты оттуда прихватил. Мне нужно еще попросить о помощи. Забронировать там в Питере вертолет, чтобы он меня отвез оттуда максимально далеко. И если есть кайф, со мной полететь. Бля, ну Санечек интересно. выручит. Санечек всегда выручает. Хорошо, когда есть Санечек. Да, знаешь, почему не сижу? Она знает... Ну, ты, наверное, спросишь, еще дебил? Типа, что ты не сидишь? Могу объяснить. Нет. Геморрой. Бля, сейчас с заправкой будет вообще Подожди. просто забей. Вон идет мужик. Пусть он тебе заправит, ты оплатишь здесь через эту штуку. Слушай, так можно? Да, давай, заходи. Ебать грязная хуйня, да ну. Ты заплатил? Не, дядя, я вообще первый раз в жизни это вижу, это вообще гениально. Все, спасибо. Стой, не закрыл, еще не закрыл. На нахер. Со шлангом угар был. Алло, Сеня, а вопрос, ну, можешь задать вообще. Пацаны, а куда вообще путь держите? Ну так, в двух словах, вкратце. Братанчик, мы на Черном море уже, слышишь? Я сейчас коктейль заказал, лежу на лежаке, отдыхаю, блядь. Братик, я уже с Посейдоном понял на Мальдивах, нахуй. Впереди камера на Ой, блядь. 130. Пацаны, на камерах особо не газуйте, все, давайте. Все, я знаю, куда они едут. Куда? Ты не слышала звук вокзала? Там объявление было. В Питере, по-моему? Сапсан, да. Литвин приедет быстрее 100%. А на Сапсане это 100%. Если, конечно, там не жагалить, я не знаю, как не в себя просто на машине, то Сапсан, по идее, приедет побыстрее. По идее. Ну все, блядь. Сейчас какой-нибудь подписчик, я думаю, подойдет. Кого я попрошу. Не, спасибо большое. А не дотащите? До 7-го. Этажа? Нет, путь 7-й. На горбушке где? Как задонатить? Пацаны, да не надо донатить, я убрал же даже донаты. Кто хочет поддержать спонсорку, оформляйте внизу, спонсировать кнопочка. У кого нет, с VPN-ки залетайте, ребят, 100 рябчиков в месяц от 100. Так что спасибо, кто поддерживает. Донаты я убрал, чтобы вы бабки просто не тратили лишние. Пошли шаги. Илюхе мы звонили? Витьку. Витьку. Они, короче, на вокзале. 99% что это они едут в СПБ на Сапсане. И поезд у них отправляется через 30 минут. В сторону Питера, ну, мы должны первые приезжать. Дальше мы держим маршрут в сторону... Видите? Нет. Не помню, чего-то, блядь, короче, хуй знает. Короче, с границы Финляндии сверху там еще чуть-чуть, по-моему. Сейчас еще, возможно, мы что-то в дороге надумаем. Я не знаю, интересно, что Миша придумал. Реально прям непонятно. То есть, ну, мне кажется, он, блядь, как-то удивит 100%. Блять, честно говорю, я ни к чему не говорю, мне безумно было бы интересно, так, знаешь, чисто для себя, реально, куда можно уехать за 10 часов и как. Просто, я просто понимаю, как можно на моте или на машине ездить и как можно доехать, не нарушая, естественно. Масленников, до следующего видоса посмотрим. Что? Ты что пошел-то? Ты же шагнул. Я что, все. Так все, а что ты шагаешь? Че, блядь? Да ну нахуй. Прикинь. Сколько я сделал шагов? 2 шага? Минус 40 километров просто. Идиот. Но это много. Просто идиот тупой. Спасибо, Что ребят. ты говоришь, стой? Что ты, мудак вообще, что стой ты? Короче,
Короче, мы посмотрели, 2 шага я сделал. Спасибо, ну, типа, пацаны. 2,5, типа, ну, короче, 2, типа, мне пришлось. Второй завершил, типа. Короче, 2 шага, сука, минус 40 километров, да? Это очень дохера. Это немало. Это вообще ужас, бля. Идиот. Я очень надеюсь, что бустер случайно тоже сделает несколько шагов. Я очень надеюсь на это. Больше 2 часов ни одного шага не делал, просто, бля, был машинально взял, пошел, забыл, блядь. Что, дорогие друзья? Дорогие друзья, можно. Мне интересно, когда двинулся поезд, где ехал уже Слава? Где, в каком районе, надо будет потом спросить, мне даже интересно, откуда они начинали. То есть Слава по-любому было, он уже где-то был, наверное, под Тверью, быть даже дальше, просто смотря как он ехал, смотря с какой скоростью он ехал. Ну что, ребята, время 13:20, через 10 минут у нас отправление, в 17:25 мы прибываем уже на место, соответственно, и я надеюсь, что у Сани получится реализовать идею с вертолетом, а иначе придется что-то решать. Пацаны, первый пункт оплаты на платочке, ебать. Сейчас бац, просто бабки дома забыл с карты, нахуй. И все, я обратно, бля, домой, бля, 400 ебашу. Немного, кстати. 980. Косарь, да. Ну это хуйня, блядь. Мы проехали 130 километров уже. Бля, лишь бы не остановились. Сейчас выползать к мусорам, это пизда будет. Пацаны, никак нахуй не гоняйте. Мама вас дома ждет, пиздец, отвечаю, нахуй. Хэппи-дог, ебать, слышь, едет. Веселых собак везут, блядь, понял? Такой открываешь фургон, говоришь, у вас веселые собаки? Он такой, да, они такие выползают, он такой, это чё? Это Тверь, он проезжает. Мы попались, нахуй. Он уже съехал в Нахуй, Конаково русские собаки. и едет на Тверь. Это Бля, Тверь. ебучий, нахуй, поребрик, бля, Санкт-Петербургский, блядь. Ёбаный рот, у нас пробка на 9 минут, 1,5 километра, блядь. Короче, через 10 минут у Миши отправляется поезд, и мы, блядь, тут, сука, дергаемся в пробке ебучей. И так, блядь, пиздатая дорога, нахуй ремонтировать. Нормально, блядь. На асфальте есть, полоски тоже. Пиздец, блядь. Они ничего не знают, как будто мы ролик снимаем, нахуй, кто быстрее доедет. Прикинь, так получится, если я, условно говоря, на километров 30 буду дальше бустера, но мне-то 40-ку по-любому отнять придется. Бля, Мишань, по чесноку говоря, 60 даже можно. Если вот так вот Раз. по кадрам придраться, присмотреться, Два. то ты 3 шага все-таки сделал. Ну, 3 полных шага. 3. 3 По шага. совести, если мы играем. 3. 60. Я тебе могу показать, там реально 3 шага было. То есть ты не досчитал еще того шага, которого я не заснял. Ты же вторую ногу приставил потом. 3 шага, Я не. просто нажал на стоп-запись, то, что мы отсняли таймлапс. И такой тут же понимаешь, что ты в этот же момент как бы... Да пошел ты, нахуй, понял? Не, это реально, понял, что это нахуй? 60. Короче, можно это вообще не играть, я сейчас... Слышь, если сейчас так считать, я в минусе сейчас. До сих пор нет, блядь, еще 20 километров даже не проехали. Блин. Ну, Ну ладно, давай. мы же по совести все Давай. делаем. 60, давай. Это много. У тебя, блядь, у тебя сзади надпись была в Питер. Тебе показалось. Сзади звонит, бля, у меня вывеска в Питер, блядь. А вы куда едете? Мы уже под Ростовом, брат. А, вы уже в Ростове? Раков кушаете? В Ростове не очень. Минус связь, минус Мы уже связь. очень хорошо едем, мы набрали 200 километров в час, таких хороших, уверенных. Что, ты не выиграешь, что? Easy. Bro, this competition, a piece of cake for me. Интересно.
Сейчас надо ползти похавать купить. Пизда. Ну, заправку платить. И заправочку оплатить, да. Потому что здесь нет этой бесконтактной функции, а у нас реально, ну, все, бензин на исходе. То есть уже все, уже пиздейшн, бля, радио стейшн. Спасибо. Спасибо большое. Брат, как ноги вообще? Саня, что за лепо? Спасибо, брат. Такой себе юмор, если честно. Клянусь, такой себе юмор. Слушай, а ты как заморочился так? Ты мне расскажи. Вообще, блядь, это просто, сегодня день, это просто пиздец. Учитывая то, что прилетел Путин, закрыли все авиасообщение полностью, вообще максимально. Вертолеты без шансов. Есть. Из-за Путина. За Путина с Питера без шансов. Мы сейчас полетим по другому пути. Полетим. Да, нам надо доехать до Приозерска. Хорошо, это приятно. И докуда мы... Нас вертолет ждет уже? Но они подготавливают вертолет и... Короче, до Приозерска нам ехать 2 часа. Оттуда самую дальнюю точку он сделает, самую дальнюю, которая может. Короче, быстро тебе пизда, потому что, родной, можно в шашечки начинать? Аккуратные шашечки можно немножко продемонстрировать? Уважаемые пассажиры, дайте дорогу маломобильному. Уважаем дорогу маломобильному! Маломобильному дорогу! Хочешь верь, хочешь нет, я тебе сейчас расскажу прикол. Брат, сейчас с утра обнаружил, что у меня геморрой. Прикинь, пимпочку почувствовал, ебать. Скажи честно, у тебя был когда-нибудь? Нет, Ничего, я с ним уже живу 2 года. С геморроем? Да? Мажете чем-то? Ну, когда обострение, да. у тебя получается обострение. Блять, ну я не понимаю сам, что у меня происходит. Маленькое, легкое воспаление. Ну, легкое воспаление, да. Кулечек, да. Кулечек, блядь. Конечно, плохая примета на инвалидной коляске гонять, но, тем не менее, соревнования есть соревнования, нахуй. Я не намерен уступать, я намерен выиграть, нахуй. Я просто, не намерен проигрывать в данном испытании, в данном соревновании, в данном челлендже. Не возьми на ой, мать. Слышь, Санечек, я тебе скажу, неплохо. Похую, что Мерседес, братик, вообще похую. Скажи, как лучше. А я вообще могу вставать. Главное, шагов не делать. Поэтому я могу спокойно встать сейчас, вот так вот. Вот так, да? А, прям вот так вы хотите сделать? Нет. А, нет, смотри. Смотри, вот. Просто встал. А ты можешь так? Вставать можно. Просто вставать. Главное, шаги не делать. Родной, за то, что в очень интересные шашечки поиграли, за это благодарен. Спасибо вам большое. Всего доброго. Дай бог здоровья. Нихуя себе, ебать, Бустер, ты где, нахуй? Блять, поначалу, честно, мне казалось, что это очень крутая идея. Но сейчас мне так уже не кажется, что... Здравствуйте. Третья колонка, полный бак дизель. Там на 3000 дизеля. Вы заправляетесь, а потом платите. Реально? У нас постоплата. Вначале заправка, потом оплата. А заправщика нет? Нет, к сожалению, нет. А можно кому-то заплатить денежку, чтобы заправили, пожалуйста? Я скину там. Блять, закрыто. А я открою сейчас отсюда, она будет открыта. О, открылась. Да, крышка открыта. Фух, спасибо вам, добрый человек. Бля. Полы мокрые. Это домочало уже. Блять. Так, ситуация следующая. Сейчас мы с вокзала Московского из Санкт-Петербурга едем в Приозерск.
Да, пляж. Где стоит вертолет, который ждет нас? Да. Садимся в вертолет И ебашим, и ебашим. пока Куда? не закончится бензин. Литвин, по идее, выиграть должен. Ну что, подъехали на локацию, стою на месте, сука, даже не дрыгаюсь, срать хочу, блядь, страшно нахуй. Сейчас должен подлететь вертолет. Саня, я правильно понимаю, сейчас должен подлететь вверх, нахуй забрать нас? Блять, ну вот, если они опоздают, это вообще пизда. А куда они опоздают? Они уже опоздали. 8 минут до вас. Вот, летим на максимально возможных скоростях. Бустер проебет? Очень надеюсь, что проебет. Очень на это надеюсь. Бля, ну максимально лететь будет пизда как. Он? Да. Вертик? Ебать как. Ну пизда, у нам уже, блядь, 48 минут осталось до конца. Вот через 6 минут он будет. Вась, а прикинь, нас наебали. С чего ты взял? Не, ну ты прикинь, они просили предоплату скинуть, понял? Вообще деньги вперед. Блядь, хуйня залетела здоровая, блядь. Закрывай, брат. И открой чуть окно. Блядь, это пизда будет, если наебали. Это реально пизда будет. Прикинь. Летит, да ладно. Все. Да. Жестко. Нас не наебали, родной! Мы выдвигаемся, родной! Мы выдвигаемся! Вертеселя, ебать! Поворачивай нахуй. 53 километра, последний рубеж, до конца нашего, так сказать, испытания осталось 15 минут всего лишь. Ну, блядь, не успеваем, конечно, прям до Вертеселей доехать. Но пиздец, как интересно посмотреть, какое расстояние по прямой будет от Москвы прям. Мне нахуй такое общение не надо, ебать. Закрывай нахуй, не, закрывай нахуй. А что такое? Да полетели, Не надо, он не умеет разговаривать. Нахуй, не, мне такая хуйня нахуй не нужна. Так а что мы сейчас будем платить штраф? Погнали, похуй. Что мы будем платить? Штраф занимаем. Похуй, Мы погнали. нихуя не будем платить. Да погнали с ним. Нихуя нет. Да, блядь. Так а что такое? Хуевший, блядь. Бля, что сейчас делать? Бля, братан, полетели? Нихуя, я с этим уебком не полечу, нахуй, пускай выходит сейчас сюда. А что такое? Я захожу, ебать, я говорю, слушай, мы ролик снимаем, я не могу ходить. Он говорит, да не пизди ты мне нахуй. Я говорю, слушайте, я вас попрошу, культурно разговаривайте. Я говорю, ты нахуй сам давай культурно разговаривай. Ты понимаешь, вообще неадекват, ебать, приехал нахуй с месячными, ебать, у него кровяха, видимо, брызжет, ебать. Выходи, ебаный, в рот-то, ебать. Ваш пилот вообще не приспособлен к нормальному общению. Первым делом, что он мне сказал, это просто, говорит мне, не пизди мне тут. Это первым делом, что он мне сказал. Он что, ебать, я не понимаю, каких-то, блядь, со шпаной какой-то разговаривает или что, блядь? Ни в одной мелодии не угадался человек. То, что он начал так разговаривать. Ну заглуши мотор-то, выйди, ебаный в рот, блядь. Он понял, да, что он долбоёб? Скажи, подойди, Сань, к нему, блядь. Ходить нахуй нельзя, блядь. Все километры проебу тогда нахуй. Вы сейчас туда не подойдете, да? Все, охую, брат. У нас нет времени на расстройство. Пидорасы, они в Африке, пидорасы, родной. Я согласен, то, что на вертике было бы прекрасно, брат, но с такими мразями, ебать, лететь, понял, с таким отношением. Дорогие друзья, это вот говорит о том, то, что живите всегда в кайф, никогда не будьте злыми, блядь, никогда не будьте вот такими. Блядь, ты прикинь. А сколько вертолет летит, интересно? Сколько вертолет километров в час вот этот тот частный летит? Кислотными. Я хуй знаю, как-то вот чистая кислота прилетела. Бля, ему надо было с Сапсана садиться на тачку и дуть на Мурманск просто. 200 он летит, бля. Блядь. Вот эту хуйню надо убить, брат, она укусит. Это шершень. Я уже вижу, как бустер. Да, сука, я выиграл. Хули, ну ему хватало, по сути, на тачке хуярить просто, да, в полыну, и он бы выиграл. При любой ситуации. Вайб. И чил. Как Литвин учил.
Блядь, сука. Снимай нахуй. Ебически трудно. А, блядь, брат, это прикинь, это как его, это Погранцы. погранцы, блядь. Здрасте, здрасте. Да, приветствуем. А мы нарушили что-то, да? Да ничего не нарушили. Понимаю, торопимся. Вы мне паспорт просто покажите и можете ехать. Давай. Что, блядь? Погранцы? Подожди, что? Какие в пизду там погранцы? Они докуда добрались-то, я не пойму. До границы, что ли? Блять, я сам оттуда родом, алло, ёпта, я родом с Подмосковья, но я всю жизнь прожил в Мурманске. Мурманск и по всей области мотался, у меня батя военнослужащий, царство небесное. Какая, блядь, Финляндия? Они не могли с такой... Как, они вылезли с Сапсана, ждали вертолет? Да не могли они до Финляндии за это время добраться. Подождите. Это Все, всего доброго, а? Хорошего. Погодите. Спасибо. Да я не понял, погодите. Не может такого быть. Ну, Карелия, и что дальше? Ну, добрались они до Карелии. С чего, блядь, в Карелии погранцы? С чего бы? Не понял. Тебя я уже победил. Пойду посуду нахуй. Сейчас приду. Сколько у нас в итоге вышло километров? А хуй А, знает, ну нужно все, по типа телефону время посмотреть. закончилось. У меня интернета нет. Вообще прям нет? Ешка. Может, поймает. Блин. Что если там недоступен, он не берет трубку, блядь. Позвони просто. Ладно, отнимем просто немножко, ёбан. Сейчас уже роли не сыграет, надо до сети нормально доехать. Алло, старый, блядь. Брат, блядь, пытаюсь доехать до сети, сука, где ЛТЕ ловит, чтобы по видео созвониться. Окей, смотри, вы просто тормозните, выйди там, руку наверх подними, прям с неба, как будто берешь что-то, блядь. А ты мне скажи, ты уже знаешь, сколько тебе хуярить до Москвы? Я знаю, да, знаю, брат. Не говори пока. Я не говорю. А ты знаешь? Не могу, сейчас у меня пока ищет, брат, секунду. Брат, короче, скажу сразу. Во-первых, ты вообще охуеешь от череды событий, которая у нас произошла. Как зритель будет в ахуе, так и ты будешь в ахуе. Попробуй другую мобилу возьми, просто у Сени вообще ЛТЕ ловит здесь. Короче, я тебе сразу скажу, то что пока мы не узнали расстояние мое точное, да, ну друг друга, я тебе сразу скажу, от моего финального расстояния мы отнимем 60 километров. Для начала мы покажем в камеру. Да. Видно, да? Готов услышать? Да, брат. 917 километров. От них отнимаем 60, и получается у нас 857. Мне кажется, он выиграл. Мне кажется, здесь Бустер выиграл. Бля, ты выиграл, брат. Ай-яй-ясный ядовит! Не верю. Сука, вот не смотрел, все равно не верю. Я думаю, что он наебал. Он должен был дальше уехать, если учесть всю череду вот этих событий. Не верю. Не в натуре? Ты не пиздишь? Блядь, скажи честно, не пиздишь. У нас 635, брат. Бамбалейло! Бамбалейло! Agora sera do bisamento terrestre. Мы могли гораздо дальше уехать. Поверь мне, блядь, это еще повезло нахуй. Короче, блядь, в 13:30 стартовал Сапсан. До Питера. Да нет, это Гонева. У нас косарь ровно. Реально? Да. 3 минуты осталось. Клянусь, смотри, косарь, видишь, снизу? Да, вижу. Косарь ровно. Пиздец. Я же говорю. Может, сначала меньше назовем? Да. Не мы? Не, давай сначала типа Да, назовем он. 600 километров. Давай. 917 километров. Ебать, ну это дохуя. От них отнимаем 60, и получается у нас 857. Бля, ну ты выиграл, брат. Заскамили просто. Я не буду духариться, не буду говорить, что я хотел сделать туда-сюда. Ну, короче, водила поступил как мразота, реально не восторг. Короче, но если бы он полетел на вертолете, по идее, как раз вот это вот, скорее всего, блядь, Литвин бы выиграл. Вот такая хуйня. Бля, ну это вообще говняная хуйня, брат. Я тебе еще хотел кое-что сказать. На самом деле, чуть-чуть подъебали тебя. Мы в Карелии сейчас. У нас 1003 У нас километра. 1003 километра, блядь. А получается, не ваше имя, пидорасы ебаные, вы чё? Ты там как образ. Солпить там, бля, хуйню какую-то. Пидорасы, сколько? Да ну нахуй. Верт подвел. Да ну нахуй. Ты понимаешь, что мы бы, блядь, обогнали, если бы мы на вертике поебашили? Блять. Бля.
Бля, Славик, я тебя поздравляю, ты красавец в любом случае. Бля, спасибо большое, брат. Пиздец, я на самом деле, я тебе очень благодарен за эту охуительную идею, потому что мы тут такие виды, бля, насмотрелись. Тут просто пизда вообще. Я тебе тоже очень благодарен, бля, подписчики хотели, ты же сам видел, блядь. Да, я видел, брат. Подожди, так что получается? Мы что, встречаемся в Питере? Я думаю, Верт бы, да, 100 плюс бы он точно сделал за 40 минут. Стопудово. Получается сейчас. Да. Давай, до встречи. Еще мы ебаного лося разбудим, блядь. Ну ебать, ну косарь это мощно прям. Это рекорд, да, из 3 выпусков? Да, Бля, ну мы больше долбили, никто не делал. долбили. Косарь это просто пиздец. Фу, блядь. Бля, пацаны, короче, там Миша по-любому запишет заключение, но я тоже там что-то напишу, ставлю. Короче, спасибо, во-первых, огромное то, что приглашали меня. Спасибо, Мишане, то, что позвал меня. Точнее, Бля, ну я хочу сказать, это очень крутой ролик. Я ничего вообще подобного не смотрел. До этого тоже я выпуски не смотрел. К сожалению, к счастью, не знаю, но, блядь, выпуск очень крутой. Добрый и прикольный выпуск. Мишане предлагали, Реально. чтобы он меня пригласил. Миша позвал. И ролик охуительный, бля, просто эмоции пиздатые. Я столько ебашил на тачке с Сеней, блядь. Вообще ни капли не устал. Вот. И поставьте лайкусера на канал Миши, бля. Ему приятно будет. Подпишитесь, блядь. Тоже кайфанет. Блять, надо проверить. Не, я везде подписался, лайк поставил, надо будет еще посмотреть, мне интересно даже Пиздец, стало. я думаю. Крутяк, Сегодня крутяк. конкретно меня уебали конкретно на лопатки. Просто положили на лопатки, перевернули просто, швыранули. Подкинули ее. Короче, едем в Питер сейчас со Славиком. Встретимся и... И убери камеру, я хочу плакать. Бля, прикольный ролик. Кто бы что там ни говорил, блин, ролик прикольный. Вообще по кайфу. Так, дорогие друзья, ну мы хотим с вами попрощаться. Сегодня Славик разъебал. Сколько? На сотку железно. Это если даже не, это если не отнимать от моих штрафных, то на 100 сотку где-то, он меня обогнал. 80-100 километров. 917, ну, грубо говоря, на сотку, если еще 60 отнимать, то еще на больше. Вот, но тем не менее, реально, вот, я пиздец как расстраиваюсь, если проигрываю всегда. Сегодня такого не было. Бля, Сеня сказал, говорит, пиздец, он там ворчит, по-любому едет. Бля, вот ты, чтоб ты понимал, реально я, ну, охуенные эмоции получил. Вот реально Бля, кайфанул тоже сегодня. кайфанул. Ладно, дорогие друзья, я хуй его знает, конечно, какой еще ролик надо снять, чтобы, блядь, те, кто еще до этого не ставил пальцы вверх, чтобы его поставили. По мне, так это самый идеальный. Вот, ну, Те, кто не подписались. ну, прям это вот вообще базар ноль. приглашение, блядь. просто выебанный ролик, просто в тальца ебать. Вот мы сейчас стоим, снимаем в Питере, 1:30. В 11 выехали. Да, сейчас поедем в съемную хату спать, короче. Ну, 2-1 пока что, все равно. 2, я сегодня проебал, но 2-1 пока Это что. боулинг еще отыгрывался. Все нормально. Пока держимся, пока терпим. Все, всех обнимаю. Славик, еще раз спасибо, брат, что залетел. Спасибо, что позвал, брат. И спасибо, что хотели, чтобы вы меня позвали. Бля, пиздец, Позвал. всегда рад тебя видеть. Я забыл еще слова благодарности вот этому человеку выразить. Без него бы тоже нихуя не получилось. Весь транспорт он организовал. Единственное, бля, летчика некомпетентного подобрал, ну похуй. Главное, что эмоции остались. Все. Санечка, спасибо. Бля, на самом деле здесь вообще не важно, кто выиграл, кто проиграл. Просто пацаны получили очень крутые эмоции, какой-то новый опыт. И, блядь, это круто, не знаю. Это реально круто. Вот инстаграм Сани. Вот инстаграм Прикольный видос. Славы. Вот. Обязательно подпишитесь. Оба охуенных пацана. А твой инстаграм? А на мой похуй уже все подписаны. Ну, как всегда, я хуй выключу, если вы не поставите палец вверх. Просто стоим тут до утра буду стоять, нахуй, если Но вы не погода поставите. хорошая, можем поставить. Палец вверх, тогда мы съебываем отсюда. Поставил? О, поставили вроде. Поставили? Я поставил. Все, заебись можно. Стопудово. А вон он, сука, смотри, Жора, нахуй, ты не поставил. Жорик, что за хуетень, блядь? Жора, не гони, Хуйня нахуй. не Если Жора есть, Жор, я ссылку оставлю внизу в описании на оригинал ролика. Жор, не впадло, а зайди тоже, лайкос от нас поставь, напиши пару комментов. страдай, Жора, Жорочка, ебаный насос. блядь. Где ты был, блядь? Опа, Где твой все, лайк был, блядь? поставил. Поставил? Давай. Молодец, молодец. Димон, не гони, Саня, Филипп, ты че травишь, нахуй? Ты думал, Емеля, блядь, ты что на печи лежишь, дурачок, ты блядь? думал, ты че, нахуй, незамеченным останешься, а? Коля, не гони, нахуй. Бля, охеренный ролик. Тем более все, что связано, блядь, со скоростью, вообще с какими-то соревнованиями, с гонками, это вообще заебись. Тема мне тоже близкая по духу. Лайк 100%. Надеюсь, Миша, блядь, не заблокирует ролик. Прям не пожалел даже часа то, что посмотрели. Лайкосов завез.